Часто ли вы используете Aternos? Лаги, очередь. Мы привыкли к этим мелким неудобствам, ведь сервис бесплатный. Но что если я скажу вам, что есть проблема куда серьезнее? Проблема, которая в секунду может уничтожить ваш мир под видом справедливости. Все это дело рук одного дискорд-сообщества, которое объявило войну тысячам игроков Aternos. Кстати, перед тем как мы начнем, нужно кое-что сделать. Готово. На дворе стоял пасмурный конец августа 2025 года. 27 числа вечером друзья позвали меня на свой ванильный Aternos сервер без единого плагина. Мы лутали Вардена. Все шло своим чередом, я уже лутал очередной сундук, как вдруг... Сервер замер? Это был не обычный лаг, а будто нечто иное. Несколько секунд, показавшихся вечностью, и чат взорвался сообщениями о смертях всех игроков. Мы наблюдали, как аккаунт создательницы сервера бесконечно выходит и заходит, а все игроки получают все возможные достижения. Граница мира сжималась до одного блока, а на экране появилось послание от самих богов Майнкрафта. Привет, пользователь! Твой сервер закрыт, потому что ты нарушил правила Майнкрафт Юла. Вы можете найти бэкапы на Discord-сервере. Прочитав это сообщение, я подумал, что это тестовое задание для СММщика. Не стал бы принимать такого кандидата. В общем, нетрудно догадаться, что дело тут явно не в нарушении Юла, а зарейдивший наш сервер человек это явно не работник Mojang. После такого я просто не мог не зайти на этот прекрасный Discord-сервер и... Что ж, идем по порядку. Welcome to the club, buddy. Представляю вашему вниманию творческое объединение Молния, или сокращенно ТОЛ. Крутейший дискорд-сервер от судей Mojang с населением аж 400 участников. Зайдя в это логово интеллигентнейших юристов, защищающих Майнкрафт от крайне опасных приватных серверов с 3 игроками, сразу замечаешь, каналов-то совсем немного, всего 7. Видимо, юриспруденция в Майнкрафте куда менее водяниста, чем в реальной жизни. И вот один канал сразу бросается в глаза с предельно прямолинейным названием «Почему вы были загриферены?». Именно там эти великие умы изложили причины, по которым они устроили цирк на вашем сервере. Вы можете спросить, почему ваш сервер подвергся реформам. Вот самая частая причина. У вас не был установлен whitelist, у вас был выключен онлайн-мод. И доступ с пиратки у вас на сервере были замечены признаки на или другого плохого контента. Вы нарушили правила Юла, вы не создали бэкап сервера. Заранее извиняюсь за то, что вы потеряли пару десятков IQ, когда увидели эти аргументы. Эту детскую аргументацию и разбирать смехотворно, но я попробую. Первая причина. У меня не был установлен whitelist. Так это, оказывается, причина, по которой мой сервер подвергся реформам? Оказывается, сидящие на родительской шее рейдеры Aternos серверов таким способом заботятся о нас? Представьте, в ваш дом врывается грабитель, ворует все ваши вещи и поджигает дом. Как он оправдывает это? Ну, дверь-то была открыта. Даже если автор написал эти аргументы по рофлу, хотя что-то мне подсказывает, что он реально попытался выдавить из себя хоть что-то для оправдания, то его юмор, конечно, очень плоский. Anyway, остановиться уже нельзя, поэтому переходим ко второй причине. Вторая причина. Сервер пиратский, выключен онлайн-мод. Теперь это все понятно. Автора все-таки приняли в Mojang, чтобы повысить продажи Майнкрафта. Кого, как не случайного Вася Пупкина, может так тревожить, что мой сервер пиратский. Интересно, кстати, через какое время после того, как он начал играть в Майнкрафт, он купил лицензию. Третья причина еще интереснее. У вас на сервере были замечены признаки или другого плохого контента. Так, признаки значит. Кстати, а название вашей организации Молния это ли не отсылка? Ладно, сейчас не об этом. Видимо, у них есть специальный патруль, который за считанные секунды может просканировать каждый чанк вашего мира, чтобы найти окно некорректной формы и закричать «Это на***?» Или они уже давным-давно подслушивают то, что мы говорим в войсе? Может, они месяцами охотились за нами, подсунули нам ратник и слушали все, что мы делаем? Ну, то, что я с уверенностью могу сказать, так это то, что ЦРУ бы сильно позавидовали их уровню. А может, это и есть их специальный отдел по киберрасследованиям? Четвертая причина. Вы нарушили Юла Mojang. Мои доводы про Mojang абсолютно подтвердились. Эти парни на самом деле герои, которые защищают Майнкрафт от пиратства,
и нарушений правил Юла. Интересно, а ToBe2T, которым некоторые участники сервера явно вдохновляются, подходит под все эти правила? Или... Вы не понимаете, это другое. Вернемся к основной теме – правила Юла. То есть, получается, это выглядит так. Можинг следят за каждым Aternos сервером 24/7, ну, потому что чем им еще заниматься? И ищут нарушения Юла, но вместо того, чтобы заблокировать наши аккаунты, они обращаются к великому творческому объединению Молнии, чтобы те зашли на наш сервер и разнесли весь мир. С чувством юмора у вас большие беды. А после выпуска этого ролика проявятся еще и ваши проблемы с самоиронией. Ну что ж, последняя, 5-я причина. Вы не создали бэкап сервера. Шутка про ЦРУ оказалась реальностью. Участники Великой Ассоциации Молния следили за нашим сервером все эти 2 часа, которые прошли с его создания до рейда. И позаботились о нас, наспавнив кучу визоров в нашей деревне. Я люблю эту страну. Здесь есть правосудие. И все-таки, что может быть смешнее всех их оправданий? Только то, как они вершат правосудие. Первым делом они входят на сервер с читами. Далее, волшебная кнопка либо команда, которая активирует скрипт, ворующий операторские права с аккаунта создателя. Третье – разрушение. И все. Теперь они боги. Просто выдают себе оператора и начинают творить. Вся их борьба с пиратством – это буквально один клик. Никакой хакерской гениальности тут нет, только готовые скрипты. Что самое забавное, я долго ломал голову, как они так быстро нашли наш сервер. Ведь мы нигде не светили IP. Но все до смешного примитивно. Их главный инструмент – это не продвинутый сканер портов и не взлом Aternos. Их инструмент — это обычный брутфорс, тупо перебор. Они просто перебирают случайные комбинации букв, например, пупсик 1, 2, 3 Aternos Me, и смотрят, есть ли такой сервер. Наш сервер зарейдили всего через 2 часа после создания. Их миссия по защите Майнкрафта от пиратства на деле оказывается таким же бессмысленным и тупым занятием, как тыкать пальцем в небо. Они не могут охотиться целенаправленно, только ждать, пока рандомный перебор, либо случайный участник сервера не выкинет им новую беззащитную жертву. Мы разобрались с оправданием создательной молнии. Теперь настала очередь разобраться в том, что же еще происходит в их дискорде. Помимо канала, где описаны те самые причины, есть еще несколько. Опишем их снизу вверх. Снизу есть канал, который называется «Бэкапы от Unlock». Unlock — это, кстати, другой юзернейм megagay1338. Про него еще поговорим. Несложно догадаться, что ни одного бэкапа там нет. А что ж такое, они же миротворцы и говорили, что бэкапы будут в Discord-сервере. Конечно, это было написано просто, чтобы люди заходили в Discord и бомбили. А может быть, у создателей особая любовь к тому, что их поливают грязью. Следующий канал — приглашение. Возможно, вы заметили, что в скорборде есть надпись «Разработчик, закрывший ваш сервер». Так вот, каждый из рейдеров делает свое приглашение, по которому заходят люди. В этом канале как раз отображается, кто благодаря кому присоединился. Сейчас там лидирует такой борец, как megagay1338. В канале инфо, как несложно догадаться, содержится информация про саму организацию. Частично вдохновлено ныне несуществующим сервером LXRD. Частично? А если вы вдохновляетесь сервером, который ныне не существует, может это повод задуматься? Оценивать творчество. Это теперь новый артхаусный термин для гриферить Aternos сервера скриптами? Они оценивают творчество семиклассников, строящих дома по туториалам с Ютуба. Оценка не зачет. К сожалению, ваш домик был снесен ротой визоров. Таковы суровые законы искусства. Борьба с PDF в Майнкрафте? По-моему, они открыли список всех грехов интернета и скопипастили все в этот пост. Также в этом канале есть сообщение со ссылкой на сервер их партнеров, где якобы предоставляется помощь по восстановлению серверов. На самом деле, подобным там и не пахнет. И это лишь один из серверов для троллинга. И конечно, куда без портфолио. Для ценителей своего творчества эти господа завели себе отдельный канал Griff Media. Ожидаете увидеть там шокирующие кадры чудовищных преступлений в Майнкрафте, с которыми они борются? Ну, вы увидите там лишь 3 корявых скриншота с лавокастами. Ого, это уже уровень ToBe2T. И 2 видео, половина хронометража которых это то, как их кикает с сервера. И постов там действительно очень мало. Видимо, творить справедливость это одно, а вот записать ее это уже переработка. А может просто их творческий пыл испаряется, как только нужно сделать любой вид серьезной деятельности. Ну вот, мы подходим к самому важному. К духовному центру всего их сервера. Нет, это не канал с юридическими обоснованиями, это канал... Кто там еще мне звонит? О, так это Верседиус. Он как раз был на сервере в тот момент. Мое мнение по поводу рейдеров, совершенно негативное. Пи***цы они. Ибо они не понимают, что у детей в их возрасте 9-13 лет не может быть денег на лицензию Майнкрафт. Причем ее стоимость даже приведет в обычную работягу, как по мне.
Да, конечно, понимаю, что все добро стоит денег, но зачем платить то, что можно получить абсолютно бесплатно, скачав всего лишь 2 программы? Ну или одну. Смотря для чего. После того, как человек попользовался пиратской версией программы, он, возможно, может купить себе и лицензию. Тоже как факт, потому что все эти пиратские копии, они считаются тоже как это... какой-то, не знаю, недорекламы, что ли, этого продукта, который потом захочется купить уже лицензию. Спасибо за твое мнение, Верседиус. Так, на чем мы там остановились? А, так вот, это канал Коты? Вы не ослышались. Прямо между каналом, где они оправдывают свой вандализм, и каналом, где хвастаются его результатами, скромно приютился райский уголок с котиками. Это такой классический пиар-ход уровня «да мы не монстры, смотрите, мы же котиков любим». Типа, мы весь ваш мир в ад превратили, но зато на нашем сервере есть милые котики. Видите, мы миротворцы. Посты с котиками на их сервере — это как татуировка нежной на лбу у бандита. Он не делает его добрее. Он лишь подчеркивает чудовищную пропасть между тем, кем он хочет казаться, и кем является на самом деле. Они словно дети, которые искренне верят, что одна картинка с животным смоет все дерьмо, которое они творят. Но они, конечно же, будут оправдываться рофлом или рэшбайтом. Увидим в комментариях. Резюмируем, что мы собрали. Получается, творческая ассоциация L — это такая выездная комиссия из охранников нравственности, искусствоведов и киберполицейских. Приезжают на сервер, за 3 секунды определяют по форме дома признаки нацизма, по отключенному онлайн-моду вычисляют пиратство, а по криво поставленному забору видят плохой контент. И все это акт высочайшего творчества. Вы не рейдеры, вы перформанс-художник, любящий милых животных и пытающийся донести до массы проблемы цифрового общества путем тотального уничтожения ванильного Атернус-сервера семиклассника. Браво! Рейдеров довольно много, поэтому мы разберем только нескольких из них. Ризи Экзе, главный демократичный президент этого логова. Именно он и пишет эти шедевры юмора уровня школьной стенгазеты. Гидра – классический пример. Активный рейдер, для которого спаун визоров на сервере семиклассников – это высшая форма самореализации. Once Ох – еще один творец. Проводит свое свободное время за поиском открытых Aternos серверов. Настоящий искатель приключений. Once Said Ast – парень, на счету которого больше сотни побед. Пока его одноклассники ищут уроки, он методично, изо дня в день трудится, чтобы превратить очередную деревню на приватном сервере в сплошные руины. Мегагей1338 – безусловный лидер. На его счету на данный момент более 140 величайших достижений его жизни. Не человек, а целое стихийное бедствие для приватных серверов. Настоящий Пабло Пикассо в мире грифа лавокастами. И, конечно, свою высокую миссию эти стражи морали несут в основном в общем чате. Сколько же творческой энергии выливается в этот адский котел? Глядя на это, сразу понятно, что это то самое место, где они чувствуют себя сильными. Потому что в реальной жизни для этого нужно нечто большее, чем анонимный аккаунт и умение пользоваться читами. Их излюбленная тактика – зазвать жертву в голосовой канал. Для чего? Ну, чтобы в окружении нескольких анонимных троллей обычный человек почувствовал себя неуютно и потерялся. Это чистой воды психологический прессинг. Они играют на том, что один голос против 3 хейтеров в войсе чувствует себя клоуном. Это не значит урыть. Это травля стаей. Вся их борьба с пиратством и нацизмом – это просто дорогой костюм на голом короле. Одень свою ненависть и желание потроллить в какие угодно благородные одежды, суть от этого не поменяется. Так что не верьте их сказкам про рейджбайт. Все, что они делают, отлажено как часы. Найти сервер, разрушить его, заманить дискорд, добить в чате войсе и собрать трофеи. Это не хаотичный троллинг, а словно конвейер буллинга. Они могут прятаться за маской рофла, потому что это единственный способ оправдать свое мелкое пакостное существование. Но смех, за которым стоят чужие слезы, это не юмор. Это жестокость в чистом виде. И никакие котики в отдельном канале этого не исправят. И что получается, если сложить все это вместе?
Примитивный поиск лотереей, одна кнопка для взлома, показушные котики и самоутверждение через травлю в чатах. Перед нами идеальный портрет не миротворца, а скучающего интернет-хулигана, вооруженного читами. Их сила не в мастерстве, а лишь в причинении неудобств тем, кто не успел защититься. Мы разобрались во всем этом абсурде. Но что делать, если вы не хотите, чтобы ваш сервер стал следующим трофеем для их портфолио? Сейчас разберемся. Whitelist – это ваш железный занавес. Самый эффективный и простой способ защититься от подобных миротворцев – включить Whitelist на сервере. Для этого не нужны никакие плагины, это можно сделать просто во вкладке настроек или в файле Server Properties. Горе-рейдеры даже не смогут зайти на сервер, чтобы что-то с ним сделать, поэтому это самый простой и мощный способ. Плагин авторизации – ваш цифровой замок. Поставьте Auth.me, OpenLogin или нечто подобное. Благодаря этим плагинам Грифер не сможет просто так залогиниться под аккаунтом оператора. Они работают очень просто и не требуют особой настройки. Core Protect. Core Protect — это плагин, который позволяет логировать действия игроков и откатывать территории в случае грифа. Соответственно, с помощью него можно откатить действия гриферов. Но что делать, если вас уже зарейдили? Не паникуйте, вот ваш план действий. Первым делом немедленно выключите сервер в панели Aterna, чтобы остановить разрушение мира. Вторым делом сохраните мир. Сделайте бэкап текущего состояния на всякий случай. Третье. Восстановите. Идеальный вариант — откатиться на резервную копию, сделанную до рейда. Если чистого бэкапа нет, используйте команды Core Protect для отката грифа прямо на самом сервере. Если у вас все-таки не стоял Core Protect, то вам нужно скачать свой мир и, зайдя в него, открыть его для сети и вписать следующие команды. Чтобы остановить время, чтобы вернуть границу мира на исходное состояние, если ее сжали, чтобы очистить скорборд, чтобы убить всех визоров, чтобы удалить лаву через World Edit, чтобы разморозить время назад. После этого вы можете загрузить мир обратно в Aternos и перейти к следующему пункту. Четвертое и последнее. Защитите. Перед повторным запуском обязательно включите Whitelist или плагин авторизации. Сила этих миротворцев заканчивается там, где начинается простая забота о безопасности. Играйте в свою игру и защищайте свои миры. Возможно, вы спросите, почему вы не защитили тогда свой сервер? Ну, дело в том, что сервер не мой. На моем плагины для защиты стояли давным-давно, а это лишь сервер моей знакомой. Да и, честно говоря, до этого случая я знать не знал, что существует подобное великое творческое объединение Молния. На этом у меня все. Не забывайте, что вы сможете поддержать меня на Donation Alerts, подписаться на мой телеграм-канал и зайти на Discord сервер. Ссылка на них в описании. И да, на протяжении всего видео вас мог мучить один вопрос. При чем здесь кролик из Роблокса? А при том, что цифровой абсурд, он везде одинаков. Неважно, в Роблоксе, Майнкрафте или Дискорде. Самозваные судьи, тролли и гриферы всегда действуют по одним и тем же шаблонам. А Педро — это просто проводник по всем этим цифровым джунглям безумия. Всем мира и Whitelist вашему дому.